Здравствуйте. Что самое важное, нужно знать каждой женщине про женскую сексуальность, это то, что она раскрывается и усиливается только, точнее, она вообще доступна женщине только когда женщина чувствует себя в безопасности. Когда объективно вы в безопасности и когда ваш мозг не находит никаких тревожных сигналов. Если вы в тревоге, не чувствуете себя в безопасности или просто у вас постоянно повышенный уровень тревожности, что говорит о том, что в вашем теле постоянно вырабатывается очень много гормонов стресса, то сексуальность женская недоступна женщине в этом состоянии. Поэтому, если вас интересует тема женской сексуальности, понаблюдайте за собой, не находитесь ли вы в хроническом стрессе, потому что стресс убивает на корню всю женскую сексуальность. Ну, убивает, наверное, здесь неправильно. Это не навсегда, конечно, происходит, да, но как будто это несовместимые вещи. В пределах одного женского тела не могут существовать одновременно и стрессовое состояние, и сексуальность. Если уровень тревоги у вас не очень высокий, вы не в хроническом стрессе, то вот несколько шагов, которые могут помочь вам поднять уровень своей сексуальности. Первое – это отдых. Женщине очень важно отдыхать, быть в ресурсе, и очень важен отдых именно после заката солнца. Даже если вы сова, вам все равно нужно учиться отдыхать, потому что вот те самые гормоны красоты, которые вырабатываются в женском теле где-то с 11 примерно вечера, да, ночи до 2 часов ночи, они отвечают за нашу женскую красоту, но в том числе они влияют на нашу женскую природу, на наш сексуальный потенциал, на то, какое вообще у нас будет либидо. Будем ли мы сексуально возбуждаться, будем ли мы хотеть секса, думать о нем, или мы как будто засохнем и ничего нам уже будет не нужно. Поэтому организуйте себе верный сон. Желательно с 11 вечера до 2 ночи, чтобы вы спали в помещении, где нет света. Следующий, второй пункт, как вы можете повлиять. Быть в ресурсе, опять-таки, да, но путем того, что не брать на себя слишком много задач. Если вы будете той самой дохлой лошадью, о которой все говорят, которая везде бежит, бежит, скачет, а потом она выжатый лимон, даже эмоционально, то сон, конечно, немножко вам поможет, но он будет вас скорее приближать к какому-то состоянию, минимальному уровню прожиточного минимума, знаете, функционирования, да. То есть если вы хотите именно повышать, чтобы сексуальность вами ощущалась, чтобы люди рядом это чувствовали, что вы привлекательная женщина, что вы такая женственная, тогда нужно разгрузить себя, потому что женщина, которая пашет, она, не может быть женственной. Это просто, опять-таки, несовместимые вещи. И третий момент. Необходимо убрать все табу и запреты из головы. Все установки на тему секса, которые вы получили из семьи, где вы росли, от ваших мам, пап. Наверняка эти установки у вас есть. Понаблюдайте за собой, да, заметьте их нужно вычистить. Почему необходимо это сделать? Если вы будете жить с теми же табу и установками, что живут ваши родители, ваша сексуальная жизнь будет такая же, как у ваших родителей. Вот прямо сейчас вспомните, какая сексуальная жизнь у ваших родителей, насколько вы знаете. Вообще, по идее, вы как ребенок не должны об этом много знать, но как ребенок вы можете чувствовать, были ли ваши родители вообще счастливы, как мужчина и женщина друг с другом, что там было между ними. И если вы будете жить с их табу и установками, то в вашей жизни будет то же самое. Вообще сейчас, вот на данный момент, по исследованиям в русскоязычном пространстве около 3% только женщин испытывают яркое сексуальное наслаждение во время секса, то есть их оргазмы яркие. И это самые счастливые в мире женщины, которым это доступно. И вот если ваша мама не была такой, а такая женщина будет счастлива, то значит что-то ей мешало. И поэтому все, что от мамы унаследовали, от папы, все табу и запреты, убирайте их из головы. Убрать табу и запреты – это не значит обязательно идти и делать то, на что было табу. Например, если был табу на анальный секс, и вот вы убираете это табу и начинаете вдруг думать, что, в принципе, это и может иметь место быть. Это что означает? Это означает только то, что вы
перестаете смотреть на это как на что-то запретное, типа «Ой, никогда в жизни, чтобы я в эту грязь». Но при этом вы можете вообще им не заниматься. То есть если у вас не рождается желание это делать, если вам это не хочется попробовать, то и пробовать это не нужно или что-то другое. Да, убрать негативные установки, это значит убрать вот этот вот крайнюю полярность минус, что запрет это что-то гадкое и плохое, это что-то, до чего дотронешься и обожжешься, да. Но при этом это не значит, что вы должны идти и активно делать что-то, что вам не хочется. Слушайте себя. Женщина, ее задача получать в этой жизни удовольствие. Ну, вообще-то, по-честному, это задача всех людей, и мужчин тоже, но женщина особо прекрасна, когда она получает удовольствие. Поэтому женская сексуальность, женственность – это про то, чтобы быть в удовольствии. И тогда смотрите, если вы выполняете третью рекомендацию, если вы спите в то время, когда ваши гормоны, нужные вам гормоны, производятся в вашем теле в нужном количестве, если вы не берете на себя очень много, вы не превращаетесь в женщину-пахаря, и тогда вы отдохнувшая. И если вы убираете все табу и запреты, и, возможно, что-то в вашей сексуальной жизни открывается новое, у вас может возникнуть интерес к этому, то вы тогда, согласитесь, больше сможете получать от жизни удовольствие. Удовольствие – это ключ к сексуальности, потому что если секс не для удовольствия, то зачем тогда он нужен вообще? Я по одной из своих специализаций психолог-сексолог, поэтому я так уверенно говорю на эту тему. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Читаю комментарии, стараюсь всем отвечать. Если хотите больше лайва личной жизни, заходите в мой инстаграм, там я регулярно веду истории, ссылка внизу. Если хотите почитать посты, то это в Телеграме, веду Телеграм-канал. Оставляю все ссылки внизу в описании под роликом. И подписывайтесь на канал, поставьте, пожалуйста, лайк мне за это видео. До встречи!